Я посмотрел самый мерзкий гей-фильм за вас, чтобы вы не испытали то, что испытал я. Ну нахер. Это обзор на фильм «Квир». Фильм о худших зависимостях, животных позывах и самой настоящей уродливости. И как вы думаете, что общего между «Квир» и «Зови меня своим именем», который я просто обожаю? Один режиссер, Лука Гуаданьино, поэтому пройти мимо этого фильма я не смог, ведь надеялся увидеть такую же красоту, а увидел это. Перед вами Мексика 1950-х годов. Не пугайтесь этих фальшивых декораций на фоне. Они нарочито выпячиваются, чтобы показать фальшивость происходящего на экране. А это главный герой Уильям Ли, американский эмигрант, который бежал с родины, потому что там его увлечения незаконны. Ну, я думаю, что убивать людей везде незаконно, но мне кажется, его просто уволили. И как бывший агент, он не мог выбрать более подходящего места для спокойной жизни. А в Мексике он чувствует себя вполне замечательно, ходит по барам, бесконечно выпивает и употребляет вещества, а еще буквально как животное ищет одноразовые половые связи. В общем, даже на старости лет продолжает стрелять. Надеюсь, без жертв. Но где же та самая изюминка этого фильма? Вот она. Молодой, привлекательный и опрятный, в отличие от Уильяма, парень Юджин. И он так сильно возбуждает внимание Уильяма, что тот начинает преследовать Юджина. Не знаю, как вы, но если бы за мной также гонялся пропитый наркоман, который старше меня в 2 раза, а то и в 3, то я бы вообще из дома перестал выходить. И самая большая загадка для меня, как парни ведутся на Уильяма. И дело ведь совсем не в возрасте. А если вы решитесь посмотреть этот около артхаус, то сами поймете, насколько эта зацензуренная сцена в отеле выглядит непривлекательно. Меня, как человека, которого, можно сказать, вскормил Netflix с его вылизанными и сладкими сценами и отношениями, подобное заставляет пытаться забыть увиденное. Маленькая тесная комнатушка, отсутствие любой эмоциональности и чувственности, а вместо них животные позывы героев поскорее подпаться. Все это вызывает мерзкие ощущения. И навыки бывшего спецагента не проходят зря. Долго ли, коротко ли, но спустя 2 недели Уильям и Юджин становятся чуть ли не лучшими друзьями, которые много времени проводят вместе. И здесь есть одна единственная сцена, которая вызывает у меня тепло. Пусть и Уильям развращен, но невероятно жаждет Юджина. Даже не так, очень влюблен в Юджина. Правда, в остальных сценах эта жажда, влюбленность выглядит очень нездоровой. А затем барабанная дробь. Уильям рассказывает Юджину о своей гомосексуальности и о трудном принятии себя. Полагаю, Дьюм рассказал тебе о моих наклонностях? Да. Проклятие. В нашей семье уже несколько поколений Ли всегда были извращенцами. Я никогда не забуду невыразимый ужас, от которого лимфа застыла в моих железах. Лимфатических железах, то есть, конечно же. Когда это проклятое слово пронзило мой неустойчивый мозг. Гомосексуалист, которое, казалось, не сулило ничего, кроме гротескных страданий и унижений. Благороднее, подумал я, умереть мужчиной, чем жить половым чудовищем. Это была мудрая старая хабалка, Бобо, как мы ее называли, которая научила меня, что я обязан жить и гордо нести свое бремя, чтобы все видели, чтобы победить невежество, предрассудки и ненависть с помощью знаний, искренности и любви. Судя по первым 30 минутам фильма, Уильям делает все ровно наоборот. Он ведет образ жизни, где вместо любви и глубоких отношений одноразовый секс и откровенная мерзость. Нет, вы не подумайте, я ни капли не ханжа. Просто через весь фильм красной линией пролегает тема одиночества Уильяма, его непринятия себя и ненависти к самому себе. И фильм хорош тем, что я сам начал испытывать подобное отношение к главному герою. Ко всему прочему, фильм снят по книгам Уильяма Бэрроуза «Наркоман и Питер». И сами книги автобиографичные. Они поднимают тему уродливости низменных и животных побуждений. Эти произведения пропитаны ненавистью Уильяма Бэрроуза к самому себе. В этом и заключается мерзость этого фильма.
а не в том, что фильм плох. Но знаете, что прекрасно? Это мои подписчики на Бусти. Я благодарю каждого из вас за поддержку, вне зависимости от ее размера. Размер, на самом деле не имеет значения, когда мы говорим про подписку на Бусти. К слову, подписка на Бусти доступна каждому. А взамен вы получите ранний доступ к новым главам моей аудиокниги и роликам. Тем же вечером после ресторана Вильям подтверждает мои слова. Он уговаривает Юджина зайти к нему в номер, чтобы заняться настолько страстным и чувственным сексом, что Юджин в конце просто д***чит Вильяму, вытерев всю его жидкость об его же одежду. После такого у меня возникают вопросы к Юджину. Точно ли ему приятен Вильям? И точно ли сам Юджин гей? Что держит Юджина возле Вильяма? Я не знаю. В рецензиях я нашел предположение, что Юджин видит в нем своего отца, с которым были не лучшие отношения. И теперь он поддерживает с Вильямом такие же деструктивные отношения, в которых забывает о трезвости и занимается сексом, которого не желает. Ведь даже после последующей их встречи Юджин моет рот после поцелуев. Но еще бы, когда тебя целует алкоголик, то, наверное, хочется снять и постирать всю свою кожу. И подобная мелочь вновь вызывает у меня отвращение. Отвращение не от самого действия. Меня бы еще тогда много-много лет назад отвратила вот эта вот сцена. От того, что люди зачем-то занимаются чем-то интимным, когда один из них испытывает к другому отвращение, а другой занимается самообманом, думая, что между ними взаимность. В конце концов, до Юджина доходит, что спать с тем, кто тебе противен, не лучшее решение, поэтому он вовсе отдаляется от Вильяма, а Вильям еще больше погружается в свои зависимости и пороки. Смотря эту часть фильма, я испытал жутчайший стыд от того, как ведет себя Вильям. Я представлял себя на месте Юджина, которого бесконечно преследуют обрыгавшийся и снаркоманившийся гей. Я хочу поговорить с тобой, и я хочу коснуться тебя. И, честно, получил мало удовольствия. После серии абсолютно непонятных мне трипов, Вильям пользуется последней попыткой и предлагает Юджину отправиться с ним в Южную Америку. Я думал о том, чтобы скоро съездить в Южную Америку. Почему бы тебе не поехать со мной? Это не будет стоить тебе ни цента. Ага, сейчас же подумал я. Казалось бы, на что Вильям надеется? Но тот буквально покупает Юджина, обещая закрыть все его долги в баре. Знаешь, я думаю о покупке половины доли этого места. Ты живешь здесь в долг, верно? Том говорит, что ты должен 400 песо. Может быть, если бы я был наполовину владельцем этого заведения, ты бы не стал игнорировать меня? Так что насчет поездки в Южную Америку? Всегда приятно увидеть места, в которых еще не бывал. В общем, это даже урок для молодых парней и девушек, чтобы они повнимательнее следили за своими расходами и доходами. Иначе придется спать с некрасивым дяденькой, чтобы он оплатил все твои долги в баре. Поездка в Южную Америку – это набор каких-то малосвязанных между собой мини-историй. Но здесь есть с чего посмеяться. В одной истории Вильям почти умирает от ломки, ведь на его родине наркотики запрещены. Но добрый дядюшка-доктор дает ему рецепт на опиаты, которые вытаскивают главного героя с того света. Мерзость. Человек буквально не может жить свою обычную жизнь без дозы. И куда же без секса? В другой истории выясняется, что между попутчиками есть договор на частоту секса между ними, нарушив которую Вильям получает явный отворот-поворот. Это выглядит одновременно и так смешно, и так ущербно, что у меня нет комментариев. Особенно то, как Юджин был чуть ли не сиделкой для умирающего на которой, вероятно, и подмываться сам не мог. И третья история, финальная, это путешествие Вильяма и Юджина за особым наркотическим растением, из которого он хочет сварить напиток. И здесь мои силы воспринимать и комментировать происходящее заканчиваются. Оба в этой финальной истории настолько теряют свой человеческий облик, что это приводит к тому, что любые взаимоотношения героев обрываются. Для большинства людей первый раз это просто знакомство, но для вас двоих это было что-то другое. Было бы стыдно не посмотреть, куда это может привести вас. Мне нужно возвращаться. Чего ты так боишься? Дверь уже открыта, теперь ее не закрыть. Ты можешь только отвернуться. Но зачем? Видел бы ты себя прошлой ночью. Идеальное описание того, во что они оба превратились.
И 2 года спустя мы видим Вильяма, который возвращается в Мексику, и, что удивительно, он жив и выглядит хорошо. А Юджин, как рассказывает друг Вильяма, уехал с новым заменителем отца, каким-то генералом. С первого взгляда даже кажется, что финал позитивный. Вильяму удалось победить свои зависимости. Ну, посмотрите только, как он хорошо выглядит. Но то ли его сон, то ли очередной трип говорят о другом. Его главная зависимость, Юджин, все так же владеет им. И будучи стариком, на смертном одре, он все так же остается одиноким человеком, живущим одними лишь мечтаниями о Юджине. Если вы любитель артхауса или интересных замысловатых визуализаций, то фильм «Квир» определенно для вас. Если нет, то поверьте, вам будет достаточно и моего обзора. Но решать лишь вам. Здесь есть о чем подумать. Каждому посмотревшему я желаю найти свою взаимную любовь и не поддаваться зависимостям, которые лишь рушат нашу жизнь. Меня зовут Денис, и я безумно рад с вами увидеться, пусть и в таком виде. Напишите в комментариях, что вы думаете о фильме и что хотели бы увидеть в следующем ролике. Мы наконец-то возвращаемся к обзорам, трансляциям и аудиокнигам в моем телеграм-канале «Голубой мандарин». Спасибо за просмотр и огромная благодарность этим солнышкам, моим платным подписчикам на Бусти, Джараяна, Тех, Степхард, Коргиос и Наталья Лукаушкина. Увидимся вновь совсем скоро. Пока-пока. Пока.